Весной все так быстро меняется, что даже не всегда успеваешь все вам показать. Но вот это чудо обещаю показать, но уже в следующем видео. А сегодня тороплюсь обрезать свой любимый дерен. И буду вам об этом рассказывать и показывать. За что же я так люблю дерен? Об этом я уже неоднократно рассказывал и показывал в своих видео. Все полезные ссылки я оставляю в описании к этому видео и в конце этого видео. Переходите, смотрите, если вам интересно. Ну, напомню буквально в двух словах. Во-первых, это очень неприхотливый кустарник, который идеально подходит для малоуходного сада. Действительно, он не требует, в общем-то, от вас никаких забот и хлопот. Второе. Это кустарник, который очень легко размножается. Поэтому, если он вам нравится, если вы хотите много, а дерен смотрится очень хорошо, когда много, когда несколько кустов у вас, причем разных сортов, вы можете очень легко приобрести один куст, два куста и размножить их в том количестве, которое вам необходимо. Буквально за один сезон вы получите новое растение. Это кустарник, который декоративен, причем декоративен круглый год. В теплое время года это побеги, довольно крупные есть кусты, высокие, есть поменьше. Это зеленая листва яркого цвета, это может быть пестролистные сорта. Ну и, наконец, то, за что я его ценю, это его зимняя красота. Дело в том, что его побеги в теплый период, в общем-то, обычного зеленого цвета. Но при наступлении первых холодов, ну, предположительно, где-то октябрь, где-то ноябрь, когда температура начинает опускаться ниже плюс 10 градусов, когда листва начинает уже краснеть, а листва у него осенью тоже очень красивая, вот цвет этих побегов кардинально меняется. Из зеленых он превращается в другие цвета. Опять же, зависит от сорта. Есть сорта и от вида, кстати. Есть сорта, у которых эти побеги становятся ярко-красными, кораллового цвета. Есть, которые становятся желтыми. Есть, которые остаются зелеными. А есть сорта, у которых этот цвет меняется по длине побега, от красного к желтому. Смотрится вообще великолепно. Но для того, чтобы получить вот эту гамму красоты, и летнюю, и зимнюю, нужно его правильно обрезать. Вот именно правильная обрезка – залог успеха. И для этого важно понимать одну вещь. Я всегда говорю, главное понимать. Не смотреть, как это делают другие, а главное понимать. Так вот, вот эта яркость этих побегов зимняя, она только у молодых однолетних побегов. Вот те побеги, которые выросли у нас в прошлом году, вот они зимой у нас будут такого яркого цвета, красного, желтого или зеленого. Всю зиму причем. Со временем они начинают одревесневать, и уже на второй год они теряют вот эту свою яркость, становятся более тусклыми, серыми, ну а потом коричневыми. Поэтому нам нужно обрезать дерен правильно. Что это значит? Его нужно обрезать очень коротко. Можно, конечно, выращивать дерен по-разному. Можно выращивать огромным кустом, вообще без ухода. И вот эти цветные побеги будут где-то только на краях, на верхушках вашего куста. Можно выращивать на штамбе. Видел я такие толстый штамп, буквально как у дерева. При правильной обрезке коротко обрезают верхушку. Из этой верхушки торчит такая метелка вот этих цветных побегов. Но я предпочитаю третий вариант. И сейчас я вам его покажу. Я буду обрезать дерен очень коротко. И хотя здесь снимать не очень удобно из-за вот этого ограждения, ну, я надеюсь, я сумею это показать. Очень важный момент – это сроки обрезки. Обычно эту обрезку я проводил в начале весны, в первых числах марта. Но вот эта пауза, когда мы полностью срезаем дерен, до того момента, когда уже отрастут, хоть немножко отрастут ветки, довольно продолжительный, пару месяцев. В этом году я решил сделать немножко по-другому. Я дождался того момента, когда он уже проснулся, в принципе, уже немножко даже поздновато, уже почки, видите, зелененькие, уже распускаться начинают. И растение как бы тратит силы на то, что мы сейчас срежем. Но ничего страшного, повторюсь, это малоуходный кустарник, он спокойно отрастет, даст новые побеги, в том числе и от корня. Поэтому я хочу вот этот период, когда здесь будет пусто, все-таки немножко сократить. Итак, вот у нас кустарник, мы будем его обрезать. Обрезаем очень низко, оставляя буквально две почки внизу. Почки, видите, друг напротив друга расположены. Вот эти две почки внизу мы и оставляем. Из них вырастут новые побеги. Корневая система уже достаточно мощная. Из корневой системы пойдут новые побеги. И уже в мае, в июне здесь будет довольно густой, такой, как говорят, плотно набитый куст. Итак, приступаем.
Ну вот, первый куст мы обрезали. Вот что у нас осталось. Сейчас давайте разгребем. Вот эти все почки, которые я тут оставил, они дадут массу новых побегов. Ну и плюс, как я сказал, от корня тоже побеги появятся. Следующий куст желтого цвета. Мелочь можно удалить, вот эту, она слабенькая. Вот что у нас осталось тут. Очень много побегов, очень много почек. Здесь будет огромный роскошный куст. Вопрос, а что делать с этими красивыми разноцветными ветками? Ну, вы можете их просто поставить в какую-то емкость устойчивую, не наливая воды. Вот так они цветными и красивыми простоят весь сезон, все лето, ничего с ними не произойдет. Вы можете в емкость налить воды. И с удивлением обнаружите, что некоторые, не все, но некоторые побеги образовали корешки. Вообще, как я сказал, размножается дерен очень легко и просто. Вы можете сделать это в воде, но, повторюсь, не все дают корешки почему-то. Гораздо лучше нарезать эти побеги на маленькие черенки и укоренять в каком-то субстрате, ну, например, в почве. Можете делать это даже в открытом грунте, накрыв какими-то колпаками, ну, обрезками полиэтиленовых бутылок или стеклянными банками. Ну, на мой взгляд, самый простой способ размножения дерена, я вам сейчас его покажу. Я специально оставил необрезанным один куст. Смотрите, что делаем. Берем ветку, пригибаем ее к земле, а сверху кладем камень. Все. Если вы будете регулярно увлажнять это место, то уже к осени вы будете фактически иметь готовый саженец. Вот под этим камнем на этой ветке образуется довольно мощная корневая система. Вам достаточно будет отделить эту ветку от материнского куста, выкопать и сразу же, заметьте, посадить на постоянное место осенью. Корневая система образуется довольно мощная, и саженец отлично приживается. Ну вот такие они секреты декоративности дерена круглый год. Все дело в правильной и своевременной обрезке. Ну, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Ждите следующего видео. Покажу вам то, что обещал. Всего доброго.